Топ-5 от 50 до $100 на весну 2026 и вообще уже, наверное, будем на лето перетекать, но с учетом резко возросших цен и вообще непонятно того, что творится на рынке. На канале Технозон. Поехали. Мы на главной страничке нашего канала. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео, как в принципе и обзоры, потому что мы делали обзоры на это все. А если вы не знаете, где купить украинские сервисы очень дешево, Мигого, Свит ТВ, Nexon ТВ и тому подобное, в описании под видео есть классная ссылочка и, конечно же, ссылка на наш фирменный магазин Technozon.com.ua в Украине. Но про это все попозже, потому что начинаем мы с первого места, и тут у нас топ будет немножко деградуирован в том плане, что не будет у нас такого первого места, это значит он мега крутой. Нет, он будет зависеть от, топ будет именно зависеть от ваших потребностей, потому что, например, вам не нужен сертификат, а нужен не сертификат, понятное дело, что для вас, там, например, номер 2 будет лучше. Поэтому мы рассчитываем, мы рассматриваем вот этот вот топ-5, это как все 5 хороших устройств в определенном смысле для каждого из вас. На первом месте у нас Xiaomi TV Box и Xiaomi TV Stick 4K Second Gen и TV Box Third Gen, то есть третья генерация, а Stick вторая генерация. И да, нету уже их больше в топах до 50. TV Stick уже тоже мигрировал выше, цены растут. И я вам сейчас дам один инсайт. Если вы не купите Xiaomi TV Box сейчас, то вы купите его потом дороже $100. Потому что если мы сейчас зайдем с вами на AliExpress, а мы каждый день мониторим цены, мы каждый день мониторим рынок, и мы возьмем с вами в объем туда, давайте, Xiaomi TV Box S Third Gen, давайте, вот, и мы посмотрим на среднюю цену, то вы увидите 125, 121, вот это вот все, 64, 57, 57, это остатки. И там остатки, например, знаете, сколько здесь осталось? 52 штуки. И потом он будет дороже 100. Смотрите, 114, 109, 126, пробиваются 69, но там остатки единичные штуки. То есть 106, 121, 108, ну мы нашли для вас самый примечательный вариант. Конечно же, еще промокоды в описании под видео. А я напомню, почему на первом месте именно вот эти вот места, эти ТВ-боксы. За свою цену вы получаете Dolby Vision, Dolby Atmos. Да, формула 2/32 у ТВ-бокса, именно у Mi Box. 2/8 у Mi TV Stick, но это в принципе одно и то же приблизительно, потому что они построены на M-Logic S905 X5M с фишками искусственного интеллекта по типу AISR, это Super Resolution, то есть они улучшают низкобитрейтные видео, то есть делают их более четкими. И получается ситуация, что да, это TV-стик и TV-бокс такого себе формата на сертифицированном Google TV, но за эти деньги вы сейчас не возьмете Dolby Vision вообще. Вот вообще это единственное, что с Dolby Vision можно взять в таком формате сертифицированного. Если вы хотите уже там не сертификат на Dolby Vision, то вам в топ от 100 до 200 дорожка. Да, там это все намного вот критичнее сейчас это все выглядит. На втором месте у нас Rocktech GT1 либо Nexon X12. Я вам объясню, в Украине это Nexon X12, на международном рынке это Rocktech GT1 и Nexon X12, по-моему, брать в Украине повыгоднее сейчас, чем на Алиэкспрессе Rocktech GT1. Дело в том, что с ними на одном месте стоит новый Mikulka M9 Pro Max на Android 12, но объясню, он чуть-чуть дешевле, но там с обновлениями йог, и как мы помним по последнему обзору Meon 1, очень сильно Микул любит вырезать фишки искусственного интеллекта, потому что абсолютно не умеет с ними работать. То есть он, ну, какие-либо улучшайзеры, какие-либо технологии, они, то есть, берут базовую прошивку и используют ее до последнего. И на обновление у Микула можете практически не рассчитывать, потому что, как показывает многолетняя практика, неохотно он его обновляет. Хотя TV-бокс достаточно качественно сделан. Что у нас здесь примечательно? Realtek 1325 с охренительной картинкой, конечно же. Это полный сертификат на Google TV. У него есть AISR и IPQ технологии искусственного интеллекта, да, которые делают Super Resolution. То есть они улучшают это все дело. Сама по себе картинка у Realtek 1325, она намного сочнее. 2/32 формула памяти, поддерживает Dolby Atmos, и со звуком у нее вообще все классно. То есть если у Xiaomi там еще как-то там есть какие-то моменты, ну хотя там есть и Dolby True
True HD в пробросе, то здесь у нас есть вопрос того, что X12 имеет даже проброс Dolby Atmos, вернее Dolby Atmos через Dolby True HD. Вот по звуку у Realtek вообще все классно. Один из моих любимых ТВ-боксов, он у меня даже где-то, ну, здесь на столе сейчас нет, один из моих любимых ТВ-боксов, очень легкий, спокойный, с HDR10, HDR10+, охотно подходит классно под старые телевизоры, и вот его действительно рекомендую. В Украине можете купить с промокодом Технозон, будет еще дешевле, еще и в подарок будет максимальные 6 месяцев Sweet TV и Nexon максимальный тоже 6 месяцев. На Алиэкспрессе сейчас он продается как Rectec GT1, один и тот же ТВ-бокс. С Netflix сертификацией, кстати, на первом месте тоже Netflix сертификация. Следующим местом у нас, третьим местом идет Kik PKP1, и когда-то бестселлер в прошлом, который стоил $30-40, сейчас стоит уже 80. Уже 80. Вот если у вас сейчас вот возникает вопрос, откуда такие цены, то, конечно же, в описании под видео закинь, пожалуйста, ссылочку на видео, где я рассказывал, почему растут цены, что будет дальше. Мы инсайды показывали, потому что в закупке сейчас заводы выпускают цену на 100% дороже, чем она была осенью. В 2 раза, ребят, в 2 раза. Kik PKP1. Хаматиксов лайтов уже на Алиэкспресс нет, они распроданы. Kik PKP1, напомню, это MLogic S905Y4, бестселлер. Это тот же самый Nexon X10, который продавался в Украине, бестселлер. Это тот же самый Kik, допустим, Hamatix Lite 4K. И в Украине их можно купить, тот же самый Kik PKP1 с промокодом Технозон и с подарочком подписки. Так же, как и Hamatix Lite Box Air Lite, вернее, Hamatix Box Air Lite 4K, даже в черном цвете. Это, кстати, редкость, а у нас он есть. В Алиэкспрессе сейчас он $81. Я, честно говоря, в шоке от таких цен, но факт остается фактом. Netflix сертифицированный 2 на 32, 100 мегабитный LAN, хороший Wi-Fi 5 ГГц. Кстати, у всех здесь фактически нормальный Wi-Fi 5 ГГц. При этом у него есть Dolby Atmos, и вот он просто работает. Он просто работает, при этом он работает на Android TV. Вы должны это понимать, это не Google TV, чуть-чуть более кастомизированная система. Хотя тоже, опять же, Google сертифицированный. Если вы хотите чуть-чуть сэкономить, то Decolor это тот же самый, допустим, Kik PKP1, но на Google TV. $68. У меня вот есть он, кстати, вот он, пожалуйста, Decolor второй. Он запечатан еще. Буду только делать обзорчик, но он на Google TV. Вот точно такой же. Вот заходишь в MLogic S905Y4. Характеристики те же самые. Плата, разводка такая же, чуть другой производитель. Они сертифицировали одну платформу, и каждый ее себе разобрал, и каждый выпускает, клепает под нее все, что хочет. Но платформа очень удачная, и советую, откровенно говоря, неплохой ТВ-бокс. Но с $81 это уже too much, как по мне, но таковы реалии. На четвертом месте у нас идет RTX 2. Да, RTX 2 вырос дороже $50. В Украине он продается как Nexon X11, более лучшая версия, конечно же, с HDR10+, с огромным охлаждением, он не греется, да, у него чуть другой пульт. И, конечно же, официальная гарантия от Nexon, и есть версия 4х64, 4х32, опять же, с подарочками, с промокодом Технозон будет еще дешевле. RTX 2, он стоит $52. Тех, кто хочет, допустим, на Алиэкспрессе заказывать, заказывайте. У них это не сертифицированные ТВ-боксы. На Realtek 1325 это максимум, что можно было из него выжать. Именно с чистого. На Android 14 4 на 32 либо 4 на 64, 1000 мегабитный LAN, Wi-Fi неплохой, Android TV подобный интерфейс. Есть, конечно же, QMS VRR и технологии AISR, AIPQ, фишки искусственного интеллекта. То есть он очень неплох, но вот RTX 2 надо дорабатывать охлаждение. Хотите, допустим, если тот же самый HDR10+, где-то доставать вам прошивку от Nexon X11, шить им, и тогда будет более-менее. Не хотите геморрой в Украине, можете купить Nexon X11 с гарантией официальной 24 месяца, кстати, и не морочить себе голову. На пятом месте у нас TOX 3. Да. TOX 3 влетел сейчас у нас обратно в топ, потому что Югус подобные интерфейсы. Здесь, как вы видите, Югуса нет чистого, потому что он уже дороже $100, это факт. Но TOX 3 у нас $72.
Android 11 один из самых сейчас удачный, как и Android 9, на котором до сих пор работает. 1000 мегабитный LAN, T2R Wi-Fi, 4 на 32, полноценный M-Logic S905X4, не Y4. Югус подобный, Югус ассоциированная прошивка с Югус фишками, с Samba сервером и тому подобными вещами, со всеми типами автофреймрейта. Кстати, автофреймрейт есть здесь у всех приставок. Например, если в Decolor вы не найдете автофреймрейт, то можно его сделать через тот же самый TV Quick Action. Но автофреймрейт есть у всех. Неплох TOX 3, старая школа, старая закалка. И, честно вам скажу, он будет еще актуален очень долгое время, с учетом того, что на него есть огромное количество кастомных прошивок, и он просто работает. Когда-то выпущенный этот TOX 3 стал вообще легендой. В нем нет ни DRM-L1 защиты, то есть нет никакой сертификации, вообще ничего, но все прекрасно понимают, для чего используют такие TV-боксы, о чем мы не можем озвучивать в YouTube. Вам советую рассмотреть наш топ-5, ссылки в описании под видео. Я свое слово сказал, ситуация на рынке такова, поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.